Всем здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале, где всегда можно найти интересные идеи для творчества. С вами Любовь. Если чувствуете, что утро стало прохладным, а ветер уже напоминает о зиме, самое время запастись теплыми варежками. Варежки раньше только вязала, а вот шить буду впервые. Построение выкройки не займет много времени. Какую ширину взять для основы выкройки? Чтобы не гадать на кофейной гуще, замеряю кисть руки в самом широком месте. Кисть имеет объем, и просто приложив ее к листу бумаги, точный размер мы не узнаем. У меня получилось 20 сантиметров. Делю их пополам и строю прямоугольник шириной 10 сантиметров. Мои варежки будут с манжетом. Начало ладони совмещаю с краем и определяю длину. Добавлю 1 см на свободу облегания и на подкладку. Через наметку проведу линию. Отставлю большой палец в сторону и в центре изгиба пальца поставлю точку. Проведу через нее линию соединения пальца. Полученный прямоугольник складываю пополам. Оформлю зону пальцев округлой линией. Вырежу заготовку. Продублирую ее и добавлю еще 2 таких же. С первой заготовкой ничего делать не буду, это будет верх варежки. А с оставшимися еще поработаю. Делю заготовку пополам по линии соединения пальца. Откладываю в сторону 1 см. Проведу через эту точку перпендикулярную линию. Это будет ширина пальца. Не забываем, что у него тоже есть объем. Край ладони совмещаю с линией. Определяю длину пальца и добавлю 1 см на подкладку. Провожу линию. Определю центр и оформлю линию пальца. Чтобы палец сделать симметричным, согну заготовку по центру пальца. Прорисую четкий контур и вырежу по нему заготовку. Кладу полученную заготовку на оставшийся шаблон. Совмещу линии соединения пальца и переверну ее. Палец обведу по контуру. Осталось вырезать по размеченным линиям. Ладошка будет собираться из 2 деталей. Построение выкройки несложное, и думаю, каждый сможет сделать ее на свой размер руки. Нашла трикотаж с геометрическим рисунком. Мне кажется, он хорошо будет смотреться в изделии. Хочу скомбинировать его с однотонным трикотажем. Ткани у меня средней плотности, и поэтому утеплю варежки флисом. Он мягкий, теплый и тоже имеет трикотажную основу. Верх рукавичек раскрою из трикотажа с орнаментом. Фон ткани бежевый, и на нем разные геометрические рисунки. Я выбрала самый крупный, и основной цвет на нем перекликается со второй тканью. Выберу подходящий вариант, совмещу контрольные точки и сделаю разметку для второй детали верха. Намечу центр рисунка. Хочется, чтобы варежки выглядели одинаково, несмотря на то, что сшиты они из ненужной одежды. Вырезаю детали с припусками на швы. Размер припуска взяла на ширину лапки. Подобрала кусочки, где такой орнамент повторяется. Совмещу рисунок и зафиксирую булавками. Вырежу первую часть ладошки. Здесь припуски тоже на ширину лапки. Оставшуюся часть ладошки буду вырезать из однотонного трикотажа. Все детали выкроила по 2 в зеркальном отражении. Сразу поставила наметки на соединении линии пальца. Орнамент на деталях совместила. Добавлю манжеты из однотонного трикотажа. Из флиса вырезала такие же детали. Сразу уберу остатки ворса, чтобы не собирать его по всей квартире. Припуски на этих деталях сделала на пару миллиметров меньше. Все детали подготовлены, можно приступать к сборке. Начну с ладошек.
Складываю их лицом к лицу и ставлю булавки в намеченных точках. Прокладывать строчку буду от булавки до булавки. Вначале закрепка, дальше по контуру на ширину припуска. Соединяю детали усиленной трикотажной строчкой. Если такой нет, тогда мелкий зигзаг. Или берем прямую строчку, но с минимальной длиной стежка. Игла для трикотажа. Соединение получается крепкое и эластичное. И уже сейчас можно примерить заготовку на руку, посмотреть длину пальца и длину самой варежки. Не забываем, что еще должно быть место для подкладки. Верх варежек складываю с подготовленными ладошками лицом к лицу. Метки на заготовке совмещаю с линией соединения пальца. Соединять детали можно двумя способами. Проложили строчку до наметки, поставили закрепку, отгибаем палец, опять закрепка и дальше по контуру. Второй способ без отрыва нити. Доходим до метки, отводим палец в сторону и продолжаем строчку. Чтобы палец не тянул за собой ткань, нужно сделать небольшую надсечку. Соединяю детали тоже усиленной трикотажной строчкой. Дошла до наметки, поставила закрепку. Отгибаю палец. Иглу опускаю в место, где закончена предыдущая строчка. Ставлю закрепку и продолжаю соединять детали по контуру. А это второй вариант. Дошла до наметки, отогнула палец в сторону, поправила припуски и продолжаю прокладывать строчку дальше по контуру. Оба варианта рабочие, выбирайте, какой вам ближе. Трикотаж любит влажно-тепловую обработку. Под паром ткань принимает свою окончательную форму и швы становятся на свои места. Срежу припуски, оставив 2-3 мм. На скруглениях надсечки не делаю, потому что припуски минимальные. Подкладку соберу по такому же принципу. Я оставляла припуски на пару миллиметров короче, но сшивать буду на ширину лапки. Подкладка получится немного меньшего размера и не будет собираться в складки внутри основной детали. Подкладка готова. Теплая, мягкая и удобная. Она, конечно, может быть из любой ткани, вплоть до кулирки или даже из основной ткани. Так варежки получатся двухсторонними. Края манжета соединила, дошла до середины, сделала закрепку, пропустила и сделала длинную закрепку с другой стороны. Получилось отверстие, через которое я выверну варежки. Теперь детали пришью к манжету. Совместила боковые швы, сколола булавками и равномерно распределила деталь на манжете. Растягиваю манжет до размера детали и соединяю трикотажной строчкой. Помогаю себе распарывателем. Вторую сторону соединила также. Сборку рукавичек закончила. Техническое отверстие оставила со стороны подкладки. Для комфортной носки скреплю верхние части рукавички. Сделать это можно сейчас или когда вывернете. Выбирайте, как вам удобнее. Я сделаю это вручную. Всего несколько стежков. Желательно захватывать только внутренние припуски, так соединение получится мягче и шов не будет давить в пальцы. Точно так же соединю и края пальчиков. Осталось вывернуть рукавички. Подкладка толще, поэтому выверну сначала наизнанку. Выворачиваю не спеша, без резких движений. Теперь выверну на лицевую сторону. Чтобы хорошо выправить все швы, рукавичку лучше одеть на руку.
Готово. Осталось зашить техническое отверстие. Зашивала вручную. Конец нитки спрятала между деталями. При желании можно соединить варежку в районе манжета. Я попробовала, у меня все хорошо держится, решила оставить как есть. После пошива обязательно глажу варежки с паром. Так они становятся аккуратнее. Выравниваются швы, форма держится лучше, да и внешний вид совсем другой получается. Глажу прямо на руке, внутри флис, поэтому не горячо. Вот они, мои первые варежки, теплые, уютные и мягкие. То, что нужно для зимы. Такие варежки можно сшить на подарок своим близким. Они их будут согревать вашим теплом и любовью. Жду ваши комментарии, я их все вижу, читаю и по возможности отвечаю. Хочу выразить свою благодарность спонсорам моего канала, которые нашли возможность поддержать канал материально. Похвастаться своими работами теперь можно в моем телеграм-канале, а я на этом с вами прощаюсь. До новых рукодельных встреч!